Здравствуйте, все! В последнее время социальные сети заполонили злобные комментарии в адрес Чонгука, наблюдать за их бесконтрольным распространением поистине непостижимо. Происходящее – это не недоразумение или чрезмерная реакция фанатов, скорее это серия слухов, намеренно созданных, чтобы опорочить его репутацию. Каждое сообщение, кажется, направлено не только на то, чтобы навредить его имиджу как артиста, но и его репутации как человека. Это удивительно, потому что те, кто следит за ним годами, знают, что он всегда ведет себя уважительно и внимательно по отношению к окружающим. На протяжении всей своей карьеры Чонгук демонстрировал непоколебимую преданность делу, он начал работать в очень молодом возрасте, но при этом сохранял профессиональное и ответственное отношение. Он направлял свой талант дисциплинированно и последовательно, сделав свое присутствие в индустрии важнейшим фундаментом для распространения корейских культурных ценностей по всему миру. Не будет преувеличением назвать его образцом для подражания, фигурой, вдохновившей миллионы людей разных поколений. Поэтому тревожно видеть, как распространяются искаженные теории, токсичные комментарии и безосновательные обвинения, многие из которых повторяются даже людьми, не знающими источника информации. Самый болезненный аспект этого явления – бесконечный цикл, который оно создает, интерпретации множатся без малейшей проверки. Несмотря на давление, которое создает эта ситуация, Чонгук всегда сохранял твердое, но спокойное поведение, даже в самые напряженные моменты он проявляет зрелость. Именно поэтому отсутствие четкого ответа и поддержки со стороны его агентства глубоко беспокоит поклонников. Многие считают, что организация, которая долгое время извлекала выгоду из его упорного труда, должна была занять четкую позицию и остановить клеветническую кампанию, особенно учитывая статус Чонгука как одной из самых важных фигур на корейской музыкальной сцене. Многие считают, что Чонгук сделал больше, чем можно было бы ожидать от молодого артиста, он жертвовал личным временем и частью своей личной жизни, чтобы достойно представлять свою группу и страну. Поэтому отсутствие институциональной защиты кажется особенно несправедливым. В этой напряженной обстановке тесные отношения между Тэхёном и Чонгуком стали эмоциональной опорой не только для них двоих, но и для многих поклонников, которые нашли утешение в этой близости. Их взаимная поддержка на протяжении многих лет напоминает о том, что Чонгук не одинок, его окружают люди, которые действительно знают его, вне рамок слухов и предрассудков. Речь идет не о навязывании какой-либо версии событий, а о признании того, что их взаимодействие сыграло решающую роль в личностном и профессиональном росте каждого из них. Видя, как они уважают друг друга, поддерживают друг друга на сцене и вне ее, и как со временем укрепляется доверие, поклонники помнят одну важную вещь – Чонгук сталкивается со всем этим с искренней поддержкой. Поэтому многие надеются, что он предпримет юридические действия не в качестве мести, а чтобы установить границы поведения, которое слишком долго оставалось безнаказанным. Надежда проста – распространение ложной информации можно будет пресечь, а подверженность несправедливым публичным нападкам уменьшить. В то же время фанаты испытывают и другую грусть. Тэкук до сих пор не может естественно выразить важность своей связи в публичном пространстве. Хотя их отношения часто становятся предметом спекуляций и критики, они продолжают находить тактичные, но прямые способы выразить то, что не могут выразить словами. Это не первый раз, но снова становится ясно, что когда Тэхён чем-то делится, он всегда делает это осознанно. Пост о первом снегопаде привлек широкое внимание не только из-за его красоты, но и из-за конкретного места. Изображения совпадают с районом возле дома Чонгука, связь, которую не могут не заметить те, кто привык читать молчаливые жесты пары. Их визуальное общение всегда передает более глубокий смысл, чем то, что они говорят или не говорят. Еще одна важная деталь – уличные украшения, которые появляются в истории, они не привязаны к какому-либо конкретному времени года. Это подтверждается видео ютубера, снятым несколько лет назад, на котором запечатлен путь к новому дому Чонгука, когда он еще строился. Те же самые украшения уже были там. Этот факт развеивает предположение о совпадении, он подтверждает, что Тэхён точно знал, где снимает этот момент. В
корейской культуре первый снегопад имеет особое значение. Многие пары с нетерпением ждут его, потому что считается, что человек, с которым вы находитесь в этот момент, это тот, с кем вам суждено идти вместе в будущем. Эта традиция придает посту Тэхёна символическую глубину. Это не просто красивое зрелище, а послание, полное смысла. Не нужно преувеличивать, чтобы понять одну простую вещь. Если Тэхён решает поделиться первым снегопадом из места, связанного с Чонгуком, это потому, что он хочет оставить явный след чего-то личного. То, как они поступают с этими жестами, демонстрирует негласное понимание, это не требует явных объяснений. Отношения Тэхёна и Чонгука всегда были отмечены мелкими деталями, которые рассказывают большую историю. Когда этот снежный момент становится достоянием общественности, это не просто фотография, это послание тем, кто давно следит за их отношениями. Его жест спокоен, продуман и прямолинеен, на первый взгляд простой, но наполненный смыслом. Чонгук всегда был более сдержанным, он выражает свои мысли действиями, а не длинными объяснениями. Небольшие жесты, почти молчаливые решения и простые детали часто раскрывают то, что осталось недосказанным. Поэтому для тех, кто понимает динамику отношений Тэкука, словесные объяснения больше не нужны, знаки и так достаточно ясны. Со временем они продемонстрировали присутствие, независимое от внимания публики или толпы. Их близость возникает естественно, она построена на доверии. Каждый новый знак, каким бы незначительным он ни был, лишь подтверждает давнее подозрение, что Тэхён и Чонгук остаются связанными. Эта связь не исчезает только потому, что мир не всегда наблюдает, она сохраняется за кулисами, в ритме, понятном только им. Их способ общения стал своим собственным языком, вдумчивым, точным и последовательным. Слегка затянувшийся взгляд, стремление искать друг друга или неосознанное сближение – это не случайность, это закономерности, которые развиваются со временем. Самое поразительное, что эти жесты не случайны. Чонгук ведет себя по-разному со всеми, каждый жест имеет значение в зависимости от того, кому он адресован. То же самое относится и к Тэхёну, есть особый способ, который он не повторяет ни с кем, кроме Чонгука. Именно эта исключительность делает динамику отношений Тэкука такой узнаваемой. Им не нужно говорить «мы здесь», чтобы их близость была очевидна, они выражают ее просто и последовательно. Не для того, чтобы угодить кому-то, а потому что так они представляют себя друг другу. Просто, естественно и в соответствии с историей, которую они создали с самого начала. В конечном итоге, среди шума общественного мнения и социальных сетей, правда часто распространяется медленнее, но она никогда по-настоящему не исчезает. Чонгуку не нужно защищаться длинными заявлениями или импульсивными ответами, вся его жизнь и карьера – свидетельство того, кто он есть на самом деле. Время, как всегда, расставит все по своим местам. Искренняя поддержка, как со стороны самых близких, так и со стороны понимающего сообщества, является решающим фактором в поддержании его равновесия, не желание бороться, а стремление к упорству. В своем стремлении защитить себя ему нужна не агрессия, а четкие границы, твердые действия, демонстрирующие, что достоинство не следует ставить под угрозу. С другой стороны, отношения Чонгука с Тэхёном продолжают оставаться безопасным пространством, местом, где нет необходимости что-либо изображать или объяснять. Их близость – это не игра, это результат времени, общего опыта и постепенно выстроенного доверия. Это место, где Чонгук может быть самим собой, без слухов, без давления. Небольшие жесты, которыми они обмениваются, возможно, не были предназначены для того, чтобы их поняли все, но для тех, кто внимательно слушает, их смысл ясен. Эти отношения не нуждаются в публичном подтверждении, они растут и сохраняются благодаря присутствию, а не вниманию публики. Именно в тишине раскрывается их сила. На данном этапе больше всего нужны не новые домыслы или бесконечные теории, а сочувствие и уважение. Прекращение распространения ненависти – это самая ощутимая форма поддержки. Позволить Чонгуку дышать без дополнительных тягот – это самый гуманный способ поддержать его. И в конце концов, когда шум слухов утихнет, останутся вещи, которые невозможно подделать, последовательность, искренность и связь, которая выдержит испытание временем.
Чингук двинется дальше по-своему с людьми, которым он доверяет, и с той тихой силой, которая всегда была с ним.